Сегодня рассмотрим меню настроек отчетов СКД. Из отчетов СКД в нашей программе есть отчет по продажам, находится в меню отчеты продажи, и отчет по остаткам, находится в меню отчеты остатки, регистр остатков. Основные настройки этих отчетов одинаковы. Для начала рассмотрим регистр продаж. При первом запуске у нас открывается пустой отчет. Так как мы не вносили никаких настроек, соответственно, отчет нам не выводит никаких данных. Если мы сейчас нажмем кнопку «Сформировать», ничего не будет. Все потому, что в отчете не выставлены нужные параметры. Для того, чтобы устанавливать нужные параметры, нужно перейти в меню настроек. После перехода в меню настройки у нас открывается окно, которое делится на две основные части. Это верхняя часть с основными настройками отчета и нижняя часть с вспомогательными вкладками, при помощи которых можно выносить дополнительные данные. Имеются следующие вкладки. Первая — это параметры, в которые можно установить дату, за которую нужно просмотреть продажи. И вторая — это указывается наш магазин, на котором мы формируем отчет. Вторая вкладка — это выбранные поля. При помощи этой вкладки данные можно выносить в отдельные столбцы. В следующей части видео я вам расскажу, как работает эта вкладка. Делится она также на две части. Это меню выбора параметров в левой части, окно поменьше. И в правой части указываются сами параметры. Следующая вкладка — это отбор. Исходя из названия вкладки, уже понятно, что при помощи этой вкладки можно делать нужные отборы по отчету, по данным. Следующая вкладка — это сортировка. При помощи этой вкладки можно сортировать данные в отчете по нужным параметрам. В следующей части тоже рассмотрим, как это делается. Следующая вкладка — условное форматирование. За ней идет пользовательские поля и другие настройки. Этими вкладками мы пользоваться не будем в нашем видеоуроке, поэтому останавливаться на них особо не будем. Если будет необходимость в этом, то дополнительно разберем более подробно эти вкладки. Также в окне настроек есть панель управления, на которой есть кнопки «Добавить». Есть несколько вариантов. Это новая группировка, новая таблица и новая диаграмма. В этом отчете можно выводить так как в обычной таблице, так и в диаграмме данные. Есть кнопки редактирования. Активными они становятся после того, как мы начнем добавлять какие-то настройки в отчет. Следующая панелька маленькая — это панель с возможностью сохранения и загрузки настроек из внешних файлов. Первая кнопка — это заменить настройки стандартными, то есть все то, что мы выставили, в один клик можно заменить стандартными настройками, сбросить к стандарту. Вторая кнопка — это загрузить настройки из файла. То есть если мы имеем внешний файл с сохраненными настройками, мы можем загрузить их в отчет. И третья кнопка — это сохранить настройки в файл. То есть если мы установили параметры и мы хотим сохранить настройки во внешний файл, на случай, если настройки собьются, чтобы не устанавливать все параметры заново, можно сохранить в файл и хранить в отдельной папке на компьютере. Также есть панель управления в нижней части окна. Тоже возможность добавления новых полей, новых групп, новых автополей. Тоже разберем в следующей части эти пункты все. Это что касается регистра продаж. Далее давайте посмотрим на регистр остатков. Принцип работы отчета такой же, как и
регистра продаж. Заходим в меню настройки, где у нас также разделено окно на две основные части. Это верхняя часть с основными настройками и нижняя часть с вспомогательными вкладками. Дополнительно в вкладке параметры, в основной вкладке, в которой можно указывать период, магазин, в отчете по остаткам дополнительно можно указывать дату цен. То есть есть дополнительное поле, в котором можно указать дату, на которую нужно просмотреть цены. Вкладки вспомогательные абсолютно все одинаковые. Это параметры, выбранные поля, отбор, сортировка, условное форматирование, пользовательские поля и другие настройки. Панель управления также присутствует, все кнопки одинаковые. Также есть возможность сохранять настройки во внешний файл и загружать настройки из внешних файлов.